сожалению, парадоксы начинаются при знакомстве даже со своим собственным телом. Чистое мы готовим и отдаем грязному, а грязное мы выводим из себя через самое свое чистое. Как только человек начинает понимать парадокс, тут и включается разумное восприятие всего. Границы мозга расширяются, спектр активности возрастает, ведь работа мозга прежде всего складывается в проходе между. А если это российский герб, то куда там смотрит одна голова и вторая? Мы обязательно должны отсмотреть два разных направления. Но главное здесь сохранить цель, ради чего мы все это делаем. Нам бы очень хотелось иметь прямую картину связи. Это значит, если я такой-то, то вокруг меня собирается то-то, то-то и то-то. И все идет по прямому закону, по закону зеркальной лаборатории. Но, к сожалению, парадоксы начинаются при знакомстве даже со своим собственным телом. Мы готовим еду и вкладываем в нее массу усилий, дезинфицируя, сохраняя. Еда должна быть вкусной, должна быть красивой, должна быть здоровой, должна быть расчлененной на разные подтипы, энергетические подтипы, цветовые подтипы и так далее, и так далее. А затем берем ту еду, на которую мы потратили массу сил и энергии, совершенно чистейшую по нашим параметрам еду, потому что мы ее чистили, фильтровали на входе, и помещаем в самое грязное место в организме человека, это в наш рот, где максимальное количество бактерий, где максимальное количество нечистот обитает. А мы самое чистое погружаем в самое грязное. А затем наша еда проходит сквозь кишечник, она встречается с огромным количеством обитателей. И, наконец, когда она доходит до прямой кишки, мы и ощущаем самый большой парадокс. Самое грязное, что из нас выводится, попадает в самый чистый орган в теле человека. Ибо самый чистый орган – это прямая кишка, а самый грязный орган в человеке – это его рот. И так чистое мы готовим и отдаем грязному, а грязное мы выводим из себя через самое свое чистое. Как только человек начинает понимать парадокс, который хранится в его собственном теле, в его собственном поведении, тут и включается разумное восприятие всего. Границы мозга расширяются, спектр активности возрастает, и мы начинаем понимать, что не все так прямо устроено, как бы нам хотелось, и нельзя прямо в лоб трактовать что-либо, ведь работа мозга прежде всего складывается в проходе между началом и концом. И в проход всегда парадоксален, всегда парадоксален. Если мы начинаем в плюс, то закончим мы обязательно в минус. Если мы начинаем в минус, мы обязательно закончим в плюс. Но главное здесь сохранить цель, ради чего мы все это делаем, зачем мы туда идем, что нам нужно в разуме типа человечески, что бы мы хотели там исследовать, на какой парадокс мы бы хотели выйти. Мы бы хотели разрешить этот парадокс или наоборот. Допустим, мы берем символику государственного герба и видим, что двуглавые орлы были очень популярны во всей Европе. И оказывается, европейские государства очень давно пользуются символикой двуглавого орла, одноглавого орла. И, естественно, мы задаем вопрос, а если это российский герб, то куда там смотрит одна голова и вторая? Корона находится между, корона практически находится на сросшейся шее. И вдруг получаем ответ, что одна голова смотрит в Финляндию, а другая голова смотрит в Польшу. Но почему? А чтобы не мешать идти между. А что же тогда между, что находится между Польшей и между Финляндией? Явно там нет России. И нам становится очень странно. Нам бы так хотелось, чтобы одна голова смотрела на Японию, а вторая голова смотрела
на Америку или смотрела на Швецию. Так, казалось бы, логичнее, но мы снова встречаемся с парадоксом, потому что кто-то нагрузил Российскую империю в свое время тем, зачем нужно было приглядывать. А приглядывать здесь нельзя, здесь нужно только прослушивать происходящее, всегда попадать между. Или мы берем саму птицу, орел, и начинаем размышлять, а хороша эта птица или плоха. Но мозг знает, она не хороша, она не плоха, она очень зорка, но и хищна в то же самое время. Поэтому какую мы сейчас позицию занимаем? В плюс мы отнесем эту птицу и скажем, но если какое-то государство пытается себя закрыть символом данной птицы, то оно зоркое и всегда вовремя увидит все происходящее. Или мы наоборот скажем, значит, данное государство хищное, если оно птицу хищника выбрало на свой герб. И так снова нет однозначности трактовок. И для мозга это самое главное, чтобы не было однозначности трактовок. Когда мы начинаем направляться в черную дыру, мы должны пройти между. Мы обязательно должны отсмотреть два разных направления. И как только образовалась пустота, наша лента жизни может расшириться. Отследить мы это можем только внутри собственного мозга, насколько более многовариантными мы сейчас стали, насколько у нас есть возможность в одной и той же ситуации принимать совершенно разные решения и трактовать одно и то же с разных сторон.